Вот такой вот одноканальный ключ на драйвере TS4420, транзистор ERF630. Все отлично работает, ничего не греется. Изначально вместо этого конденсатора стоял второй такой вот супрессор. Вот здесь вот. 1,5 КЕ 18ЦА. И он очень сильно грелся. Из-за чего я так до конца и не понял, но есть предположение, что реактивка в виде обратного импульса шла по плюсу питания назад в аккумулятор. И так как порог открывания у данного супрессора D3 18 вольт, а обратный импульс был, скорее всего, большим вольтажом, этот импульс приоткрывал D3, и часть питания с аккумулятора проходила через него на минус, таким образом нагревая его. Но это не точно. В общем, супрессор D3 я заменил на электролит 2200 микрофарад. Электролит фильтрует реактивку, ничего не греется, и все счастливы. Так вот, подключим пока что контур просто генератором. Сейчас посмотрим, какая будет частота резонанса. 11,5 кГц. Вот где-то 11 кГц. Красивый синус. Сейчас подключим наш ключ, посмотрим. Подключим ключ к контуру таким вот образом. Давайте посмотрим. Видим синус немного искаженный на частоте 11 кГц. Поменял конденсатор в контуре с 200 нанофарад на 22. Частота в контуре стала выше, 34,5 кГц. Давайте посмотрим. Вот такая вот картинка в резонансном контуре. Теперь включим второй канал и посмотрим сигнал на транзисторе. Вот такой сигнал на коллекторе. А это сигнал на базе транзистора. Теперь рассмотрим двухканальный ключ. Выполнен он на драйвере ER4427, транзисторы ERF630. Выглядит он таким вот образом. Большой алюминиевый радиатор компьютерный, разрезан пополам, обдувается кулером 80-кой. Изначально транзисторы были на вот таких вот небольших радиаторах, но сразу же выяснилось, что транзисторы очень сильно греются, поэтому пришлось переделать плату под больший радиатор. Также в ходе непродолжительного эксперимента сгорел драйвер, причем не полностью, а выгорел один канал. Второй канал продолжал работать, но драйвер моментально нагревался.
Вывод я сделал такой, что реактивка с катушки пошла по плюсу питания на драйвер и спалила его, так как было недостаточно фильтрующих емкостей. Изначально был один электролит и один керамический на 100 нанофарад. Так как плату все равно переделывал, сделал небольшую доработку, вставил еще один электролит и два пленочных вимовских конденсатора на 470 и 220 нанофарад. Какие еще усовершенствования были внесены в данную версию ключа? Раньше питание кулера я подключал прямо к плате ключа. То есть питание, которое питало драйвер, оно же и питало кулер. При этом кулера очень часто сгорали. Высокая частота, реактивка шли по плюсу, и кулер сгорал. Также была иногда необходимость подать на питание ключа не 12, а 24 вольта. И если забывал отключать кулер, то это тоже приводило к его перегоранию. Следующим шагом стало то, что я стал ставить стабилизатор на питание кулера. Проблему с 24 вольтами это решило, но реактивка по-прежнему палила кулера. Теперь уже вместе со стабилизаторами. В этой версии я сделал следующим образом. Впаял такие вот штырьки в корпус кулера, подпаял к ним провода, взял обычный импульсный блок питания китайский 12 вольт, обрезал штекер, подпаял крокодилы. Теперь у кулера отдельное питание, и реактивка ему не страшна. Так выглядит подключенный в схему ключ. Включаем наш ключ. Видим, в отличие от одноканального ключа, в двухканальном в резонансном контуре красивый ровный синус. Частота 45 кГц. Теперь давайте посмотрим осциллограммы с базы и коллектора транзисторов. Желтый луч — это у нас резонанс в контуре. Это коллектор одного транзистора. Это сигнал с коллектора второго транзистора. База. И сигнал с базы второго транзистора. Это сигнал с коллекторов обеих транзисторов. Вот такой вот сигнал на базе транзисторов.
Видим, что сигнал одного канала смещен относительно другого на 180 градусов. Это достигается путем смещения фазы в генераторе. Также видим промежуток между задним фронтом одного канала и передним фронтом второго канала. Этот промежуток настраивается скважностью в генераторе. В данном случае скважность 45%.